Без кота и жизнь не та. Топ-10 самых маленьких котов. Кошка сопровождает человека на протяжении всей его эволюции. Ей поклонялись в Древнем Египте, ассоциировали с ведьмовскими чарами в Европе эпохи Средневековья, брали на службу в библиотеки и музеи. Породы кошек приумножались и совершенствовались в зависимости от потребностей человека. Теперь маленькие кошки прочно заняли свое место в наших квартирах. Ими гордятся, их разводят и просто любуются. В соцсетях мы умиляемся их портретами, и самыми востребованными, наверное, остаются мелкие кошки. Их мимишность зашкаливает, как и наша любовь к ним. Предлагаем топ-10 самые маленькие кошки планеты. Первое. Скиф Тайдон. От 1 до 2,5 килограмм. Порода маленьких бесхвостых пушистиков выведена в России, и это самые маленькие кошки на свете. Скиф-тайдоны напоминают расцветкой тайских кошек, но совершенно лишены агрессивности больших собратьев. Это милые мурлыки, которые следуют за своим хозяином, привлекая его внимание всеми возможными способами. Любят, когда с ними разговаривают и гладят. Минимальный вес взрослой кошки – 1 килограмм. Вторая. Двельф. От 1,5 до 3 килограмм. Двельф открывает список экспериментальных пород дварфов, миниатюрных кошек, праотцом которых является манчкин, которого мы найдем далее. Это полупризнанная порода, здоровье которой вызывает опасения у всех специалистов. Слишком много мутаций собрано в одном создании. Манчкин, канадский сфинкс и американский кёрл. Впрочем, вскоре вопрос признания может отпасть сам собой, ведь во всем мире едва наберется 150 особей. Жаль, ведь если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. Третье. Кинкалоу. От 2 до 3 килограмм. Хотя специалисты по селекции каждый раз вздыхают, когда им показывают еще одного котенка, производной от манчкина, они вынуждены регистрировать новую породу. Так, кинкалоу – это результат смешения манчкина и американского кёрла. От первого он унаследовал короткие лапки, а от второго – оригинальные ушки. Минимальный вес взрослого животного – 2 килограмма. Четвертое. Генетта. От 2 до 3 килограмм. Генетта – ответ селекционеров тем любителям, которые хотели бы иметь дома нечто дикое, но симпатичное. Бенгальская кошка подарила генеттам-дварфам оригинальный окрас, саванна – энергичность, манчкин – миниатюрность и характерные короткие лапки. В 2018 году породе исполнилось 10 лет. Небольшой юбилей. Пятое. Минскин. От 2 до 3 килограмм. Сфинкс, Бурма, Девон Рекс и Манчкин подарили миру голубоглазое чудо – Минскина. Почти голого коротколапого кота с непревзойденной величины ушами. Еще одно отличительное свойство – волосатые лапки, из-за чего Минскина также называют хоббитом. Шестая. Сингапур. От 2 до 3 килограмм. И это, та-да-да-дам, не потомок манчкина. Поэтому, если вам скорее по душе изящество, а не милота, то сингапуры самое то. Они стройны, длинноногие и худощавы, а их короткая, жесткая, буквально сияющая шерсть только подчеркивает их грацию. Еще одна отличительная черта – особый рисунок на мордочке, который подчеркивает круглый разрез глаз. Седьмая. Манчкин. От 2 до 3,5 килограмм. Прародитель многих пород дварфов и сам весьма мил, хотя и побольше своих деток. Миниатюрные размеры и оригинальные маленькие лапки вдохновили многих любителей на селекционный подвиг. Помимо упомянутых выше пород от манчкина произошли лэмпкины, скукумы и, возможно, другие коты. Но они все представлены буквально несколькими особями, так что о породах говорить не приходится. Есть и более успешные, о них далее. Восьмая. Бамбина. От 2 до 4 килограмм. Малыши произошли от скрещивания канадского сфинкса и манчкина, и черты обеих пород можно без труда различить в их безволосом коротколапом тельце. Это один из наиболее признанных потомков манчкина, который обрел почитателей благодаря исключительно дружелюбному нраву и экзотической внешности.
9. Наполеон. От 2,5 до 4 килограмм. Наполеоны, минуэты, гордо шествуют по всему миру, являясь самым успешным потомком Манчкина. Длинная шерстка, наследие персов, отличает Наполеонов от большинства дварфов. Он общителен и очень умен, отличный компаньон для хозяина любого возраста. 10. Ориентальная кошка от 2 до 4,5 килограмм. Эта длинноногая красавица попала в наш топ благодаря своей сухощавости. Несмотря на исключительно длинноногий силуэт, ее спортивные навыки позволяют поддерживать олимпийский вес. Элегантные уши, зеленые глаза и очень короткая шерсть добавляют красавице шарма. Собака – друг человека. Они с давних пор живут с нами по соседству. Собака – это не только домашний питомец. Они помогают полиции, помогают пограничникам. Их берут с собой на охоту. Эти животные радуют нас и приносят положительные эмоции каждый день. И поэтому не все понимают, что некоторые собаки могут быть весьма опасны для окружающих. Эта тема всегда приводит к немалым спорам среди собаководов, ведь, как правило, все зависит от воспитания животного. Любую породу можно воспитать милейшим созданием, а можно превратить в агрессивного монстра. Но не все породы собак были выведены, чтобы умилять, радовать своих хозяев. У некоторых пород агрессия и неподчиняемость заложена на генетическом уровне. Но это совсем не значит, что такую породу не следует заводить. Просто хозяевам следует уделять большее внимание воспитанию и дрессировкам таких животных. Итак, самые опасные собаки. Ротвейлер. Ротвейлеры – это довольно сильные собаки, отличающиеся крупными размерами. Эти животные очень преданы. Ротвейлеры очень любят детей и становятся отличными собаками для семьи. Но вот чужаков они не любят и проявляют к ним агрессию. Часто ротвейлер не понимает, шутят с ним или действительно угрожают. Поэтому с этими животными нужно быть все время начеку. Без правильного воспитания и грамотного хозяина ротвейлер может представлять опасность для посторонних. Американский питбуль-терьер. Эта собака не зря считается одной из наиболее опасных. Питбуль был выведен, чтобы загонять рогатый скот, а в дальнейшем питбули использовали для собачьих боев. Питбуль-терьер отличается бесстрашием и агрессией. Долгое время заводчики этой породы усиленно поддерживали эти качества животного, поэтому, если вы решили завести питбуля, немалую роль стоит уделить воспитанию собаки, а также научить ее ладить с другими животными. Немецкий боксер. Для выведения боксера были использованы породы мастифа и бульдога. Немецкий боксер отличается упорством, довольно любознательный и бесстрашный. Он легко обучается и подчиняется своему хозяину. Если не заниматься дрессировкой и воспитанием, это животное будет стремиться к доминированию над человеком. Как правило, боксеры совсем не агрессивны. Но если боксер решил напасть, то будет удерживать свою жертву, пока та будет в состоянии сопротивляться. Поэтому его мертвая хватка довольно опасна. Заниматься дрессировками этой собаки следует начинать еще с детства, чтобы животное точно знало, кто хозяин. Доберман. Доберман относится к служебным породам. Он был выведен еще в конце 19 столетия в Германии. Доберман отличается своим умом и особо нуждается во внимании любящего владельца. Эти собаки очень активны, всегда преданы людям, по темпераменту холерики. Они могут проявлять спонтанную агрессию. Именно поэтому, если доберман почувствует хоть малейшую угрозу, тут же становится агрессивен. Нападая на жертву, наносит укусы в разные места. Но если уделить воспитанию добермана должное внимание, то вы получите отличного друга и защитника для всей семьи. Аляскинский маламут. Эти крупные собаки внешне немного напоминают волков. Маламут – довольно дружелюбная и жизнерадостная собака, но все же имеющая некоторые скрытые недостатки. Это именно те собаки, которые постоянно нуждаются во внимании и заботе своего хозяина. Во время дрессировки могут возникать трудности из-за упрямства и обидчивости маламута. Если хозяин сможет заслужить уважение и доказать свое интеллектуальное превосходство, то вы получите верного друга, который беспрекословно будет выполнять ваши команды.
Маламут довольно опасен, ведь он может напасть на человека даже от скуки, а не только в отсутствии должного воспитания. Волк-особ. Эта порода получилась при скрещивании волчицы и немецкой овчарки. Эта необычная порода очень напоминает волка, но имеет меньшие размеры. Волк-особ – собака с непростым характером. Он очень тяжело ладит с другими животными. Именно поэтому не стоит заводить еще одного питомца. Волк-особ имеет отличный охотничий инстинкт. Ему необходим простор. Он просто не сможет жить в обычной квартире. Из-за отсутствия подходящих условий эта порода становится неадекватной и может стать довольно агрессивным для окружающих. Немецкая овчарка. Эта порода очень умная и совсем не агрессивная. Эти собаки очень преданы своему хозяину, они будут выполнять любые его команды, поэтому овчарка, обученная нападать, сможет стать опасным оружием. Но при грамотном воспитании овчарка станет любимицей всей семьи и преданным другом на долгие годы. Буль-мастиф. Буль-мастиф был выведен в начале 19 века в результате скрещивания мастифа и бульдога. Эта порода изначально предназначалась, чтобы помогать егерям охранять леса. Буль-мастиф по праву считается одной из лучших сторожевых пород. Но не стоит держать буль-мастифа на цепи. Он любит свободу. Это преданное животное отличается бесстрашием и будет защищать своего хозяина, даже рискуя своей жизнью. Буль-мастифы жизнерадостные и любят детей, но все же не стоит оставлять малыша наедине с этим животным, так как собака, играя случайно, может сбить ребенка с ног. Буль-мастиф имеет серьезный инстинкт охранника, поэтому очень шумную и подвижную игру детей может воспринять как угрозу и броситься на защиту. Это животное весьма агрессивно к другим собакам и кошкам, особенно к тем, кто вторгся на его территорию. Канарский дог. Изначально эта порода предназначалась для охраны крупного скота. Канарский дог отличается внушительными размерами, бесстрашием и преданностью. Эта собака всегда будет с настороженностью относиться к незнакомцам. Особое внимание стоит уделить воспитанию животного с раннего детства. В доге заложена огромная сила и мощь, которая должна быть всегда управляемой. Нельзя останавливать тренировки и дрессировки, ведь дог может выйти из-под контроля. Этот великан может легко сбить взрослого человека с ног и нанести серьезный вред, поэтому нельзя оставлять маленьких детей без присмотра рядом с этой собакой. Даже играя, канарский дог может случайно травмировать малыша. Американский бульдог. Американский бульдог – это собака-защитник. Ее вывели для помощи фермерам при загоне домашнего скота. Для семьи, где вырос бульдог, он станет милым и добрым другом, но всегда будет недоверчив к чужакам и просто к прохожим. Так же, как и с другими крупными собаками, не стоит оставлять бульдога с малышами. Американский бульдог отличается повышенной агрессией к кошкам и другим собакам, поэтому не стоит выходить на прогулку с бульдогом без поводка и намордника. Тоса-ину. Эта бойцовская порода собак была выведена в Японии в XIX веке. Тоса-ину получалась в результате скрещивания мастифа, бульдога и терьера. Это довольно агрессивная собака, отличающаяся решительностью и упрямством. Сражаясь с противником, будет бороться до последнего. Но, как и в случае с другими животными, при правильном воспитании и дрессировке вы сможете получить верного и милого друга. Тем не менее, животное отличается врожденной агрессией и совсем не уживается с другими. Не стоит заводить эту породу семьям с детьми. Гуляя с этой собакой, не забудьте поводок и намордник. Кане-корсо. Эта порода относится к сторожевым собакам. Она отличается большими размерами и немалым весом, до 60 килограммов. Кане-корсо относится к группе мастифов и считаются наиболее послушными и умными в своем виде. Эта порода быстро учится и легко выполняет команды. Они любознательны и довольно спокойны. Кане-корсо можно с легкостью брать на охоту или использовать для работы в полиции. Представители этой породы неплохо ладят с детьми, но повышенную активность ребенка могут принять за агрессию. Если вы задумались о том, чтобы приобрести эту породу, вам стоит знать, что кане-корсо абсолютно не уживаются с другими животными. Американский банддог. Американский банддог был выведен при скрещивании разных видов мастифов.
Это надежный и преданный друг, сторож и защитник. Если вы позаботитесь о его правильном и грамотном воспитании, то получите дружелюбного и ласкового пса, который отлично ладит даже с детьми. Если бандок вырос с другой собакой или кошкой, то он будет воспринимать этих животных как членов семьи, но к другим животным и незнакомым людям будет относиться весьма агрессивно и недружелюбно. Поэтому на прогулку с американским бандогом обязательно берите намордник и поводок. Аргентинский дог. Изначально эта порода была выведена в Аргентине для охоты на пуму и других крупных животных. Это совсем непростая порода, которая любит доминировать. Поэтому подчиняться это животное будет только сильному и умному хозяину, которого будет уважать. Аргентинский дог быстро привязывается ко всем членам семьи и становится верным другом. Доги с настороженностью и даже агрессией относятся к незнакомцам, а благодаря своему охотничьему инстинкту будут гнаться за всеми убегающими животными. Бурбуль. Бурбуль относится к служебным породам. Был выведен в Южной Африке и в некоторых странах является запрещенной породой, которую нельзя разводить. Хозяином бурбуля должен быть только грамотный кинолог, так как эти животные не могут без правильной дрессировки и постоянного контроля. Эта порода может ужиться с кошками и отлично ладит с детьми, с которыми вырос. Но вот к другим собакам он проявляет агрессию и может даже убить животное. Это весьма крупная собака, которая может весить до 90 килограммов. Булли-кутта. Эта порода выведена в Пакистане и носит второе название пакистанский мастиф. Булли-кутта мало поддается дрессировке и имеет совсем непростой характер. Заводить такое животное должен только опытный, сильный и волевой владелец. Тогда пес будет настоящим другом и защитником. Эти животные не уживаются с другими животными, могут даже убить соперника. Эта порода не подойдет для домашнего питомца в семье, где есть дети. Гульдонг. Данная порода весьма популярна в Пакистане и Индии. Собака имеет средние размеры и крепкое телосложение. Эти животные отличаются преданностью, умом, очень привязаны к своей семье и будут защищать хозяина любой ценой. Несмотря на свои положительные качества, гульдонг весьма агрессивен к окружающим и любит доминировать. Не стоит заводить в семьях с детьми, а вот для охраны своего хозяина и территории это отличный вариант. Кавказская овчарка. Кавказская овчарка считается одной из самых крупных пород собак. Этой собаке необходим постоянный контроль и дрессировки с раннего детства. Это весьма добродушная и спокойная собака, но при малейшей угрозе бросится на защиту своего хозяина и территории. Кавказская овчарка станет преданным другом и лучшим защитником всех членов семьи. Это будет ласковый и добрый пес, но при правильном воспитании. Английский мастиф. Изначально эту агрессивную собаку использовали для защиты собственности и охраны. Сегодня представители этой породы – это добрые и ласковые собаки, которые любят детей. Серьезной опасности не несут для людей, но не стоит оставлять маленьких детей самих играть с животным, чтобы избежать нежелательных травм. Родезийский риджбек. Это охотничья порода, которая появилась в Зимбабве. Это умные, активные животные, которые быстро привязываются ко всей семье и детям. Они очень подвижны и энергичны. Выходя на прогулку, не оставляйте животное без внимания, ведь имея сильный инстинкт охотника, это животное может представлять угрозу для окружающих. Московская сторожевая. Эта порода была выведена при скрещивании кавказской овчарки, сен-бернара и русской гончей. Московская сторожевая имеет непростой характер и тяжело подчиняется. Тем не менее, сильным владельцем собака будет с радостью выполнять команды. Эта порода довольно дружелюбна и хорошо ладит со всеми членами семьи и детьми. Бультерьер. Если вы хотите завести собаку, то не стоит начинать с бультерьера. Это животное имеет сложный характер и совсем не просто поддается дрессировкам. Изначально бультерьер выводился как бойцовская порода. Именно поэтому это довольно агрессивное животное. Только при грамотном воспитании и правильном подходе можно получить преданного и послушного питомца. Для семьи с ребенком стоит выбрать все же другую породу, более ласковую и спокойную, любящую детей.
Собака имеет сильный инстинкт преследования, поэтому на прогулке стоит позаботиться о безопасности окружающих. Надевайте бультерьеру намордник. Как видите, любая собака без должного воспитания и грамотной дрессировки способна стать неуправляемой опасностью. Любое, даже самое агрессивное животное можно сделать преданным другом и членом семьи, как и самое безобидное животное может превратиться в злобного монстра. А вы боитесь собак? Привет, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы поднимем очень интересную тему и узнаем, каких диких животных можно держать как домашних. Мир животных полон удивительных созданий, и многие из нас задумывались о том, как было бы замечательно завести кого-то экзотического в качестве домашнего питомца. Капибара, генета, енот-полоскун и даже скунс – это лишь малый список потенциально возможных кандидатов на роль домашних животных. В этом видео мы рассмотрим гораздо больше диких зверей, обсудим их потребности и особенности содержания. Готовы окунуться в увлекательный мир диких питомцев? Тогда давайте начнем. Капибара. Капибара – это огромный грызун, вес которого может достигать 60 килограммов. Но он очень милый и дружелюбный. Если вы давно мечтали завести у себя дома экзотическое животное, то присмотритесь к этой милой мордашке. Капибару легко приручить и даже научить выполнять простые команды. Она способна подружиться с кем угодно и хорошо уживается с кошками, собаками и птицами. Капибара быстро привыкает гулять на поводке и очень комфортно себя чувствует в качестве домашнего питомца. Но, к сожалению, держать это животное в квартире вы не можете. Капибаре нужно много места и много требований. Животному необходима большая территория, доступ к водоему, где можно плавать, подходящая влажность и температура. Капибара много ест, регулярно точит зубы о древесину и не любит находиться в одиночестве. Поэтому прежде чем ее заводить, нужно удостовериться, что вы сможете дать ей все для комфортной жизни. Феннек. Эта маленькая лисичка с большими ушами прекрасно ладит с человеком и отлично приживается в любом жилище. Животное непривередливо в еде, ест мясо, рыбу, овощи, каши, фрукты, специальный корм. Феннек крайне активен, дружелюбен и сообразителен. В домашних условиях любит играть, может проворно бегать и высоко прыгать, а еще грызть, кусать и рыть норы. Если вы решитесь завести такого зверя у себя дома, то будьте готовы к его активности, ведь маленький лис привык бегать часами и усиленно прослушивать мир. Необычный питомец ведет себя очень похоже на собаку, но от хозяев требуется много внимания для социализации животного. Поскольку в естественных условиях Феннек обитает в Африке, то дома всегда должно быть тепло и сухо. Также важно понимать, что у домашнего питомца должно быть свое место, например, просторная клетка, которая будет исполнять роль норы. Такие условия позволяют животному прекрасно себя чувствовать. Генета. Что будет, если смешать кошку, лису и лемура? Правильно, получится генета. А если серьезно, то генета – это маленькие хищники семейства виверовых. Грациозный и гутоперчивый зверь в пятнистой шубке с длинным пушистым хвостом уникален и неприхотлив. В эпоху раннего средневековья европейцы очень любили заводить в качестве домашних животных именно генет. Однако со временем их славу перебрали на себя кошки. Тем не менее, в Европе и Америке этих животных и сегодня содержат дома, ведь они довольно быстро расправляются с мышами и крысами. Приобретая генету, вы должны быть уверены, что никогда ее не бросите. Эти звери очень привязываются к дому. Несмотря на ее очень экзотический вид, с генетой очень легко поладить. Главное – правильное и регулярное питание и чистый лоток. Также нужно будет научиться распознавать настроение этого зверя. Если все хорошо, то можно и играть, и гладить. А вот если день у генеты не удался, то лучше некоторое время к ней не подходить. Енот-полоскун. Признайтесь, хоть раз вы мечтали взять себе енота. Он же такой милый. Но прежде чем завести енота, задумайтесь о том, сможете ли вы дать ему удовлетворяющие енотовы потребности условия. В первую очередь ему нужно пространство, либо большой вольер, либо отдельная комната. Еноты чистоплотные зверьки, им необходимо своевременно омывать чувствительные лапки, а также плавать каждый день. Самое главное, помните, что еноты активные животные, поэтому редко сидят на месте без дела. А дела у енота в доме есть всегда. Открыть шкафы, раскидать
раскидать вещи, устроить погром на кухне, пустить воду и перевернуть мусорное ведро. Енот как маленький ребенок. Чем тише в его комнате, тем страшнее туда заходить. Разнести вашу квартиру, едва вы отвернетесь, легко. Не у каждого хватит терпения и сил для усмирения характера этого зверя. Скунс. Да-да, возможно, вы удивитесь, но их тоже содержат дома, причем вполне успешно. Всех интересует вопрос относительно запаха, секрета, который скунс выпускает из желез. Это не проблема. Прирученный зверь не использует зловонное оружие дома. Это достаточно чистоплотное животное, которое свое защитное оружие применяет только в исключительных случаях. К тому же железы, вырабатывающие неприятный запах, зачастую ветеринары удаляют в младенчестве, и скунс пахнет как обычная норковая шуба. Также будьте готовы, что домашние скунсы, как правило, общительны и игривы, активны и любознательны, а значит, проникнут во все, что есть в вашем доме. В целом скунсы достаточно дружелюбны и быстро приучаются к лотку. Живут в вольерах, любят гулять на улице на поводке, а на далекое расстояние могут путешествовать в специальных сумках-переносках, как обычные кошки. Паук-тарантул. Тарантулы – это ядовитые охотники. Их яд может вызвать отек, головокружение, тошноту, аллергическую реакцию, но он не является опасным для жизни человека. Эти пауки могут укусить, но проявляют агрессию очень редко. Поэтому в руки брать их нужно осторожно и знать, в какой период они безопасны. Для содержания паука дома необходим террариум со специальным грунтом и влажностью. Поскольку тарантулы не плетут сети, а живут в норах, позаботьтесь, чтобы в инсектарии был толстый слой грунта. Также можно расположить укрытия, ветви, коряги, среди которых питомец будет передвигаться, прятаться и охотиться. Питаются тарантулы раз в неделю насекомыми и мелкими млекопитающими. За мохнатыми охотниками очень интересно наблюдать, ведь они большие и очень активные. Лемур Лори. Перед этим небольшим пушистым животным с большими глазками и жалостливым взглядом невозможно устоять. К тому же в содержании лори в домашних условиях есть много плюсов. Он спокойный, если не проявлять злость к нему, то и не агрессивный, аккуратный, легко адаптируется к новым условиям, привязывается к хозяевам, не ломает и не разбрасывает вещи. Но чтобы создать комфортные и, главное, безопасные условия для лори, владельцу нужно будет очень постараться, так как это ночной зверек и свою активность проявляет исключительно ночью. Домик для него лучше подобрать в отдаленной комнате, чтобы не слышать те шумы и звуки, которые он издает. Очень важно приобрести правильный вольер для лори, чтобы он был просторный, вертикальный и оборудованный полочками и ветками. Также обязательно должно быть укрытие в виде гамака или подвесного домика. Змеи. Змеи являются одними из самых популярных экзотических животных. А почему бы и нет? Они не шумят, не занимают много места, не ломают вещи, и с ними не нужно гулять. С теплой, красивой змейкой приятно играть, а наблюдать за необычным питомцем интересно. Но содержать в домашних условиях можно лишь некоторые виды. Запрещено содержать дома большинство ядовитых змей, а также те виды, что не приспособлены к жизни вне естественной среды. Для содержания в квартире лучше всего подходят императорский удав, амурский полос, королевский питон, королевская змея, маисовый полос. Уход за этими рептилиями прост. Перед покупкой змеи нужно позаботиться о ее террариуме и всех необходимых принадлежностях. В домике змеи должен быть грунт, емкость с водой, обогрев и декоративные элементы. И не забудьте о специальном рационе. Змеи обожают питаться живыми и недавно убитыми маленькими симпатичными зверушками. Обезьяна. Готовы уделять много времени общению и дрессировке любимца? Тогда можете завести дома обезьяну. Но сначала подумайте, есть ли возможность обеспечить ей нормальные условия жизни, приближенные к естественной среде обитания, а также полноценное питание. Вы должны понимать, что берете себе на попечение еще одного ребенка, который потребует полной отдачи на протяжении долгого времени. Ведь некоторые особи при должном уходе способны прожить от 20 до 40 лет. Дома можно держать только маленьких обезьянок. Крупные виды могут представлять опасность для человека. В остальном ничего сложного в уходе нет. Все, что нужно, это обеспечить обезьяне просторный вольер, вовремя его мыть, кормить животное 3 раза в день и уделять как можно больше внимания. Хотя нет, еще нужны бесконечная любовь и терпение. Ведь если обезьяне станет скучно, она запросто может разобрать дом буквально по частям.
Белка-летяга или сахарный поссум. Посмотрите на очаровательную сахарную сумчатую летягу. Невозможно не улыбнуться, правда? Этот маленький обитатель эвкалиптовых лесов Австралии и Новой Гвинеи внешним видом напоминает белку. Белка-летяга считается довольно дружелюбным и ласковым животным. Ее вполне возможно обучить некоторым простым командам, а также научить отзываться на кличку. Однако перед тем, как взять сахарного поссума в дом, необходимо знать, что его содержание – занятие не из легких. В неволе зверьков содержат в больших клетках, чтобы они могли свободно перемещаться, с поддоном-лотком и большими дверцами для оперативного доступа. В клетке должна быть мягкая подстилка, а также много веток и обязательно гнездо или домик, где зверек будет отдыхать. Поскольку поссум постоянно грызет ветки в поисках пищи, их нужно периодически менять. Ах да, и будьте готовы, что первое время это ночное животное будет мешать вам спать. Ежик. Желаете завести себе дома очаровательного ежика? Пожалуйста! Ежи добродушны и имеют поразительную способность быстро привыкать к домашним условиям. Но прежде чем это сделать, следует взвесить все за и против. К примеру, вам следует знать, что приручение ежа занимает много времени, его невозможно приучить к туалету, а пик его активности приходится на ночь. Но в то же время зверьку не нужно много места. За ним интересно наблюдать, да и ухаживать за ним несложно. Обычно ежиков держат в просторных клетках или вольерах, поддон которых засыпают наполнителем или другой подстилкой. Также в клетке устанавливают домик, колесо для бега и питьевую воду. Кормить ежа следует мясом и рыбой, так как в природе они практически не питаются растительной пищей. И будьте готовы, что зимой еж может впасть в спячку на несколько дней. Но это так, по привычке. Это был список самых популярных экзотических домашних любимцев, и вы можете разбавить свою жизнь яркими красками, если решите завести у себя дома одного из них. Делитесь с нами в комментариях, с каким диким животным из нашего видео вы были бы не против подружиться. Привет, друзья! В этом видео будет об одном из самых удивительных и необычных существ в мире. Аксолотль – редкое древнее животное с достаточно неординарным внешним видом и интересным поведением. За последние годы это чудное создание завоевало огромную популярность в аквариумистике. Аксолотля заводят в качестве домашнего питомца, про него снимают ролики и придумывают мемы. Животное стало прототипом добряка-дракона из мультфильма «Как приручить дракона», вышедшего на широкие экраны в 2010 году, а в 2020-м аксолотля сделали одним из персонажей популярной игры Майнкрафт. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, как выглядит, где живет и как размножается аксолотль. Мы расскажем вам, как содержать его в домашних условиях и как за ним ухаживать. И самое интересное, вы узнаете, как аксолотлю удается ловко отращивать утраченные части тела. Но давайте обо всем по порядку. Название аксолотль происходит из группы ацтекских языков и образовано от слова «атл» — вода и «ксолотл» — собака, что буквально переводится как «водяная собака». Это определение полностью соответствует его внешнему виду и отражает уникальность этого существа. Аксолотль — это не отдельный вид животного, а неотеническая личинка хвостатой амфибии из семейства амбистомовых. Неотения – способность живых организмов прожить полноценную жизнь, находясь в личиночной или ранней стадии развития. Само слово «неотения» переводится с греческого как «растянутая юность». В процессе эволюции аксолотль приобрел способность жить и размножаться, не превращаясь во взрослый организм. По сути, все его органы, кроме половой системы, остаются в зачаточном состоянии. Вот он, секрет вечной молодости. Такое явление стало возможным благодаря особенностям работы щитовидной железы, которая не вырабатывает достаточное количество индуцирующего метаморфозы гормона тироксина. Однако, если изменить привычные условия обитания личинки, например, переместить в более сухую и прохладную среду, то она может превратиться во взрослую особь. Но есть нюанс. Теперь животное будет называться не аксолотлем, а амбистомой. Но это уже совсем другая история.
Аксолотль выглядит словно инопланетный дракончик или причудливая игрушка. Его тело, что по форме напоминает тритона, имеет длину от 15 до 30 сантиметров и весит около 300 граммов. Как правило, за счет более длинного хвоста самцы вырастают крупнее самок. Личинка покрыта мягкой нежной кожей, которая может быть самых различных оттенков, от белого до черного, включая разные варианты серого, бурого и коричневого цветов. Характерной особенностью аксолотля является большая голова и широкий, как будто постоянно улыбающийся рот. Ну просто вылитый лунтик. Милую улыбку дополняют мелкие, но достаточно острые зубы. Также амфибия отличается маленькими черными глазами и 3 парами внешних махровых жабр, что буквально растут из задней части головы и развиваются в воде, словно веточки на ветру. Туловище аксолотля слегка приплюснутое с боков, а вдоль спины проходит плавник в виде гребня, который плавно переходит в хвостовую плавательную перепонку. Большой и достаточно подвижный хвост занимает около 70% длины туловища. Кроме того, у аксолотля есть 2 пары коротких конечностей. Передние лапы оканчиваются 4 пальцами, а задние — 5. Аксолотли являются достаточно привередливыми животными. В дикой природе они встречаются только в 2 пресных озерах Мексики — Чалько и Сочимилько. Водоемы находятся неподалеку от Мехико, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Здесь чистая прохладная вода со средней температурой около 15 градусов Цельсия, которая идеально подходит личинкам для комфортного существования. Эти создания всю жизнь проводят в воде и являются отличными пловцами. Они выбирают глубокие места с обильной растительностью, где укрываются от хищников и чувствуют себя в безопасности. А благодаря своим конечностям животные легко могут передвигаться по дну водоема. Аксолотль – удивительное животное, которое может дышать 3 способами – жабрами, легкими и поверхностью кожи. Основным органом дыхания являются жабры, которые работают в чистой воде. Если же вода грязная и плохо насыщена кислородом, то аксолотль переходит на легочное дыхание, а жабры со временем атрофируются. Аксолотль ведет преимущественно ночной образ жизни. Днем он предпочитает отдыхать, а в темное время суток проявляет активность. Как и все представители хвостатых земноводных, этот миниатюрный дракончик является хищником. В природной среде он охотится на мелкую рыбу, улиток, ракообразных, водных беспозвоночных и даже на себе подобных амфибий. Да и сам способ питания довольно необычный. Аксолотль буквально засасывает в рот добычу, а затем перетирает ее мелкими зубами и небом. Как вы уже поняли, аксолотль не является заурядным животным. Но кроме вышеперечисленных качеств, личинка отличается еще одной особенностью – способностью к регенерации конечностей. Своим умением заново отращивать утраченные части тела это существо приковало к себе внимание ученых со всего мира. Вы не поверите, но у аксолотля могут отрасти не только конечности с полным восстановлением функций, но даже часть позвоночника или мозга. Часто случается, что голодная личинка откусывает часть плоти у своего собрата. Но это не проблема, ведь оторванная часть со временем восстановится. Да, эти милые улыбашки еще те каннибалы. Жуть. Но такая феноменальная способность амфибии дарит исследователям шанс сделать новое открытие в области медицины. История изучения аксолотлей началась в 1798 году, когда этот вид описал британский зоолог и ботаник Джордж Шоу. Ученые были поражены уникальными особенностями амфибий, в частности их способностью к регенерации и внешним видом. Долгое время в научном обществе велись дискуссии по поводу классификации аксолотлей и их видовой принадлежности. В начале 19 века известный французский натуралист Жорж Кювье не смог правильно классифицировать аксолотлей, хотя и заметил у них некоторую схожесть с амбистомами. И только спустя значительный промежуток времени, под конец 19 века, была доказана принадлежность аксолотлей к амбистомам и описано явление неотения. Примерно в то же время 6 уникальных личинок были впервые привезены из Мексики в Европу. В 1913 году австрийские ученые Бабок и Лаумемберг применили метод кормления аксолотля тиреоидином, гормоном щитовидной железы. В результате искусственным путем было достигнуто превращение аксолотля в амбистому. Удивительно, но несмотря на стадию личинки, аксолотли способны размножаться. Размножение водных дракончиков в дикой природе происходит 2 раза в год – весной и осенью. Между самцами и самками есть видимые внешние отличия. У самцов возле анального отверстия просматривается припухлость, а самки обычно толще самцов.
Как и у амбистомы, у аксолотлей оплодотворение происходит внутренним путем. Самец откладывает несколько сперматофор на дно водоема. Затем самка подбирает их клоакой, общим отверстием для выделения мочи и принятия спермы. После оплодотворения самка откладывает икру, которая обычно прикрепляется к растениям в водоеме. По истечению 2-3 недель из икринок появляются мальки, похожие на рыбок. Постепенно малыши претерпевают метаморфозы, развиваются и превращаются в аксолотлей. Этот процесс занимает несколько месяцев, и уже в возрасте 1 года личинка достигает половой зрелости. Период максимальной плодовитости аксолотля приходится на возраст 2-3 года. При этом особи старше 6 лет размножаются все реже. Если вы уже прониклись симпатией к этому милому дракончику, то спешим вас обрадовать еще больше. Вы можете завести аксолотля у себя дома. Эти животные являются одними из самых популярных экзотов для домашнего содержания. Но прежде чем вы приобретете себе милого улыбающегося друга, необходимо ознакомиться с важными особенностями содержания, которые будут влиять на качество жизни и здоровье вашего будущего питомца. Аксолотли нуждаются в просторном аквариуме, где будет достаточно места для плавания. Чтобы избежать каннибализма, на одного взрослого аксолотля требуется аквариум объемом до 50 литров. При этом важно обратить внимание не на высоту и глубину, а достаточно просторную горизонтальную площадь. Вода в аквариуме должна быть чистой и безопасной. При этом каждую неделю нужно добавлять в емкость около 20% свежей воды. Кроме того, следует учитывать оптимальные параметры воды: температуру 13-20 градусов Цельсия, кислотность 7-8 pH и жесткость 6-16 DH. Слишком теплая вода выше 23 градусов вызывает у амфибий стресс и может привести к гибели животного. В аквариуме следует использовать подложку, которая будет удобной и безопасной для аксолотля. Хорошим вариантом является песок или грунт без острых краев, чтобы избежать возможных травм. Тусклый свет и укрытие также необходимы для комфортной жизни личинки в неволе. Кормить аксолотля нужно раз в 2-3 дня животной пищей или сухими кормами. Амфибия быстро привыкает к людям, однако не стоит ее брать руками, ведь неохлажденные руки будут слишком горячими для хладнокровного животного. При правильном содержании такой питомец может прожить до 20 лет, при том, что в дикой природе аксолотли живут почти вдвое меньше. К сожалению, аксолотли являются критически уязвимым видом, что находится на грани вымирания. Согласно последним наблюдениям ученых, численность популяции в озерах Чалько и Сочемилько составляет всего около 1200 особей. Сегодня эти личинки находятся под защитой правительства Мексики и под контролем Конвенции о международной торговле видами, находящимся под угрозой исчезновения. Основными факторами, что спровоцировали сокращение популяции аксолотлей, стало загрязнение естественной среды обитания, ухудшение качества воды, внедрение инвазивных видов, а также незаконная торговля. Истребление улыбающихся амфибий началось много веков назад. Когда-то на них охотились ацтеки и употребляли в пищу. Позже мексиканцы стали есть мясо личинок в чистом виде. Более того, даже сегодня можно встретить аксолотля в Мексике на рыбных рынках. Предотвратить полное исчезновение этих животных помогут меры по защите их мест обитания и контроля уровня загрязнения воды. Кроме того, регулярное информирование общественности о значимости и уязвимости этого вида, а также запрет незаконной торговли увеличат шансы на выживание. Аксолотли – удивительные существа, способные приносить новые эмоции и впечатления всем окружающим. Мы уверены, что никто не останется к ним равнодушным, а многие с удовольствием завели бы в своем доме такого маленького друга. Но помните, что в домашних условиях, что в дикой природе, аксолотли нуждаются в заботе и бережном отношении людей. И если мы все сделаем правильно, то следующие поколения смогут увидеть удивительных амфибий не только на экранах монитора, но и своими глазами. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какие эмоции вызывает аксолотль у вас. Привет, друзья! Вы на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о лошадях, а именно о невероятных и редких породах. Вы узнаете, какой жеребец считается самым сильным в мире, какой самым красивым, а какой самым миниатюрным.
Какие породы с давних времен возили королевскую знать, участвовали в войнах, работали в сельском хозяйстве, а какие считаются лишь декоративными животными. Мы собрали для вас 12 самых интересных лошадей, мимо которых вы не сможете пройти. Так что запрыгивайте в седло и поехали! Кнапструппер. Редкая порода лошадей родом из Дании. Отличительной особенностью коней является необычный окрас шерсти, визуально напоминающий далматинца. Пятна на шерстяном покрове могут быть самых разных форм и оттенков, от светло-рыжих до черных. У современных представителей породы прямой профиль с квадратным носом, в меру толстая изогнутая шея, длинная широкая спина, сильные и короткие ноги, тонкие волосы, гривы и хвоста. Датский кнапструппер выделяется покладистым характером, человекоориентированностью и легкой обучаемостью. Эти животные славятся своим умом и выносливостью. Лошадей используют в цирке для различных трюков для верховой езды и езды в упряжке, в конкурсе и выездке. Кнапструпперы прекрасно ладят с людьми и быстро к ним привязываются. Шайр. Самая сильная порода британских лошадей-тяжеловозов. Правда о происхождении шайров теряется в античности, однако она неразрывно связана с историей Англии. Эти животные должны были быть исключительно военными лошадьми, однако со временем они переквалифицировались в тяжелоупряжных. Особенно востребованы шайры стали в XIX веке, когда без них люди не могли обойтись в сельском хозяйстве и промышленности. Эти кони способны к тяговому усилию, они спокойны и уравновешены, однако требовательные к кормлению и содержанию. Шайры очень крупные, их рост может достигать 2 метров, а вес – 1,5 тонны. Лошади отличаются большой головой, широкой мускулистой спиной, толстой кожей, густой гривой и хвостом. Самой яркой выделяющейся чертой шайров являются фризы – светлые щитки на массивных ногах. Наиболее распространенные масти породы – вороная, гнедая и серая. Фалабелла. Это самая миниатюрная порода лошадей в мире. Их достаточно часто путают с пони, но это совсем разные виды животных. В отличие от пони, фалабелла имеет пропорциональное телосложение, характерное для верховых коней. У мини-лошадей тонкие стройные ноги и маленькие копыта. Фалабелла считается декоративной породой. На них нельзя ездить верхом и использовать для работы. Лишь некоторые особи могут выдержать вес ребенка или тянуть небольшую повозку. У фалабелла присутствует доминантный ген роста, что при скрещивании с большой лошадью дает маленькое потомство. Кроме того, каждый следующий детеныш рождается все более миниатюрным. Фалабелла обладают покладистым характером, умом и добродушием. Они легко дрессируются и идеально подходят в качестве домашних любимцев. Якутская лошадь. Необычная порода, приспособленная выживать в суровых условиях резко континентального климата Якутии. Эти кони выведены путем естественного отбора для тяжелой работы. Они круглый год живут и кормятся на открытом воздухе при температуре от плюс 30 до минус 60 градусов Цельсия. Животные способны сами себя прокормить, добывая траву и мох из-под слоя замерзшего снега. Якутским лошадям не страшен ни мороз, ни назойливые кровососущие насекомые. Их покрывает шерсть и подшерсток длиной до 15 сантиметров серой, бурой или гнедой масти. Эти кони отличаются массивным телосложением и относительно короткими ногами. Лошади обладают сообразительностью, высокой выносливостью, они легко могут передвигаться по льду и снегу. Жизнь якутов тесно связана с этими неприхотливыми и трудолюбивыми животными. Изабелловая ахалкитинская лошадь. Древнейшая из культурных пород, которая является эталоном верховой лошади последних 5000 лет. Кожа ахалкитинских лошадей розовая и тонкая, глаза голубые и зеленоватые. Блестящий, словно атлас, шерстяной покров также имеет тонкую и шелковистую структуру. Внешняя хрупкость скрывает поразительную выносливость. Животные отлично переносят жаркий сухой климат и легко приспосабливаются к непривычным условиям.
Ахалкитинцы очень послушные и покладистые. Они легко поддаются дрессировке. Лошадей используют для долгих походов и в классическом конном спорте. Лошади изабеллового, то есть нежного кремового цвета, впервые появились на территории современной Туркмении. Сегодня ахалтекинец считается одним из самых красивых и ценных жеребцов. Марвари. Порода грациозных индийских лошадей с необычными ушами, длинными ногами и изящными формами. Изогнутые вовнутрь уши, которые соприкасаются кончиками, главная отличительная черта марвари. Благодаря своему военному прошлому эти животные могут несколько суток обходиться без еды и воды. Уникальное телосложение коней позволяет им легко маневрировать по зыбким пескам пустынь. Они очень выносливы и легко адаптируются к аномальной погоде. Марвари отлично ориентируются в пространстве и являются надежными спутниками в многодневных походах. На этих животных ездят верхом, задействуют в сельскохозяйственных работах и гужевом транспорте, используют в конном поло и различных церемониях. Марварские лошади можно встретить преимущественно в Индии. Они являются национальным достоянием страны, а также эталоном верности и силы. Тинкер. Это одни из самых дорогих лошадей в мире, популярность которых только набирает оборотов. Цена на жеребца Тинкера достигает отметки $10 тысяч. На родине, в Ирландии, эту породу еще называют коб, что в английском языке означает «невысокая, коренастая и массивная лошадь». От других видов лошадей тинкеры отличаются крупной головой с длинными ушами, горбоносым профилем и небольшой бородкой. Они обладают густой длинной гривой, пышным хвостом и эффектными фризами на конечностях. Окрас в основном яркий, разноцветный, а иногда даже пестрый. Ирландские кобы – порода флегматиков. Они не могут долго бежать галопом, а чаще всего перемещаются шагом или медленной рысью. Эти универсальные лошади подходят для седла и упряжки, а их спокойный нрав способствует легкому обучению начинающих всадников. Кладрубская лошадь. Старейшая чешская порода лошадей выведена 4 столетия назад специально для австрийских королевских церемоний. Этот вид пережил много исторических событий, войн и гонений, но продолжает существовать в современном мире в лучшем своем виде. Изящные кладрубы сочетают в себе мощь и длинные скользящие линии. Величественного вида лошадям придает римский профиль, нос с отчетливой горбинкой. Животные обладают длинными костистыми ногами с крупными копытами, строгими ушами и выразительными глазами. Сегодня клаудрубская порода представлена особями только серого и вороного окраса. Кони наделены покладистым, но энергичным нравом, добродушием, силой и долголетием. Чаще всего их используют как упряжных лошадей и участников всевозможных выступлений и церемоний. Кладрубы – это древняя порода, которая представляет большую ценность. Представителей этого вида осталось немного, однако генофонд сохранен в чистоте. Шетландские пони. Самая распространенная в мире порода лошадей и самая популярная порода среди пони. Считается, что эта порода появилась на Шетландских островах возле побережья Шотландии, еще задолго до нашей эры. Шетландские пони являются самой миниатюрной лошадью после фалабеллы. Однако эти пони не создают впечатление декоративных животных, а скорее напоминают миниатюрных тяжеловозов. У них крепкое телосложение, короткие мускулистые ноги, широкая спина, большой провисший живот. Шетландских пони покрывает грубая и длинная шерсть, практически любой масти, а также густые и длинные грива и хвост. Раньше обильный волосяной покров защищал лошадей от суровой погоды. Сейчас же для придания более опрятного вида их нередко стригут. Шетландские пони весят до 200 килограммов и способны перевозить грузы, значительно превышающие их вес. Лошадки уравновешенные, способны к обучению, любят движение. Они активно работают в детских конно-спортивных клубах. В цирке, зоопарках, могут быть поводырями для незрячих. Фрисская лошадь. Одна из самых красивых современных упряжных пород, которая зародилась в одной из провинций Нидерландов.
Фрисландии. Этих лошадей еще называют черными жемчужинами. Их визитная карточка – вороная масть без отметин, которая играет на солнце сотнями бликов. Фризы высоки, стройны, с пышными волнистыми гривой и хвостом, а также длинными щитками на ногах. У них крупная, мощная кость и хорошо развита мускулатура. Для этих лошадей характерна походка машистым шагом и эффектный бег рысью. Фризы отлично сочетают в себе уравновешенность и энергичность. Они отличаются умеренной неприхотливостью и хорошо адаптируются к смене климата. Благодаря спокойному нраву и роскошному внешнему виду эти животные постоянно участвуют в праздничных парадах, съемках фильмов, фотосессиях. Фризских лошадей можно увидеть в фильмах «300 спартанцев», «Александр», «Хроники Нарнии» и других. Американский кучерявый башкир – удивительная порода с до сих пор достоверно неизученным происхождением. Впервые кучерявые кони были обнаружены в 1898 году в США в штате Невада. Башкиры отличаются от других видов лошадей кудрявой шерстью, похожей на овечью шкуру. Эта порода единственная в мире, шерстяной покров которых обладает гипоаллергенными свойствами и не вызывает аллергию у склонных к этому заболеванию людей. Интересно, что летом лошади сбрасывают шерсть на гриве, а к зиме обрастают новой. Официально порода была зарегистрирована в 1971 году и по сегодняшний день пользуется огромным спросом. Американские кучерявые кони обладают благородным нравом, работоспособностью и дружелюбностью к хозяевам. Они упорны, физически сильны и комфортно себя чувствуют в суровых условиях. Башкиры помогают в сельском хозяйстве и участвуют в конных шоу, спортивных мероприятиях и верховых скачках. Арабская чистокровная. Порода верховых лошадей впервые появилась на территории Аравийского полуострова. Арабские скакуны – одни из самых популярных и древних животных, возникшие примерно в IV столетии. Это не крупные, сухие по телосложению, но достаточно плотно сбитые кони. Окрас зачастую встречается серый, рыжий и гнедой. Они обладают необычным силуэтом, длинной арочной шеей, изящной головой со слегка вогнутым профилем, крепкими стройными ногами. При любом быстром аллюре арабские скакуны поднимают хвост вверх, и он становится похож на петушиный. Жеребцы этого вида очень красивые, резвы, сильны и элегантны в движении. Животные преуспевают почти во всех видах конного спорта, любительской верховой езде, различных шоу. Кроме того, их используют для улучшения других пород. Арабская чистокровная считается эталоном лошадиной красоты и является одной из самых дорогих пород в мире. Каждая лошадь обладает уникальной грацией и красотой. Одним видом предначертано быть верными помощниками человека в хозяйстве, а другим – блистать на выставках и представлениях. Это была дюжина самых невероятных пород лошадей. Пишите в комментариях, какой непарнокопытный красавец пришелся вам по душе. Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающее подводное путешествие, чтобы рассмотреть самых ярких и красивых рыб, которые населяют нашу планету. Мы узнаем, как они выглядят, где обитают в природе и когда их впервые открыли как вид. Мы поговорим о таких видах, как дискус, рыбки гуппи, фронтоза, сиамский петушок, лялиус и многих других разнообразных рыбках, которых с удовольствием заводят аквариумисты по всему миру. Готовы ли вы отправиться в увлекательное приключение, полное незабываемых впечатлений? Тогда поехали! Гуппи Эндлера. Если вы желаете завести аквариум, то присмотритесь к этой яркой и неприхотливой рыбке. Она очень популярна среди аквариумистов. Гуппи Эндлера обладают небольшим, слегка вытянутым телом. Мужские особи обычно не превышают 2,5 см, а женские – 3,5. Самцы отличаются яркой окраской, и по всему телу хаотично расположены желтые, фиолетовые, красные, оранжевые и зеленые пятна. Тело самок однотонно окрашено в золотой или серебристый цвет с металлическим отблеском. Примечательно, что двух особей с одинаковым рисунком не существует. Родина рыбки – водоемы Венесуэлы, где этот вид открыл в 1937 году Франклин Бонд.
Но распространение карликовые гуппи получили только после повторного открытия этого вида Джоном Эндлером в 1975 году, в честь которого их и назвали. Дискус. Эти рыбы гордо носят звание королей аквариума. Смотрите сами, красивый яркий дискус с необычным дисковидным телом. Он выглядит как драгоценный камень. Ну, чем вам не король? В зависимости от разновидности, дискусы достигают от 15 до 25 сантиметров в длину. Рыбы обладают маленьким ртом, с крутым восходящим лбом и ярко-красными глазами. Тело имеет 9 темных вертикальных полос, и основные цвета тела варьируются от темно-коричневых до синих и зеленых оттенков. Впервые дискуса описал австралийский ученый Йохан Наттерер во время очередной экспедиции в Бразилию. Произошло это в 1833 году, после того, как в реке Рио-Негро был пойман экземпляр ранее неизвестной рыбы. Первые живые дискусы были завезены в Европу в середине 20 века, а сегодня вы можете их приобрести практически в любой стране. Лабидохромис эллоу. Что это за лимончик в аквариуме? Это Лабидохромис эллоу, который своим сочным окрасом привлекает любителей экзотических рыб. Рыба окрашена в очень привлекательный ярко-желтый цвет. Черная окантовка плавников появляется при созревании особей. Тело вытянуто и сжато с боков. В природе эллоу растут до 8 см, но в аквариуме могут быть крупнее, до 10 см. Средняя продолжительность жизни 6-10 лет. В природе существует более десятка различных цветовых форм этого вида. Но в аквариуме самой популярной является желтая и электрик эллоу. Лабидохромис эллоу впервые был описан в 1956 году. Эндемик озера Малави в Африке, где встречается на скалистых участках, а также на участках, покрытых растительностью Валеснерия аэтиопика. Лялиус. Эта рыба вырастает в длину до 5-6 см. Тело высокое, овальное, сжатое с боков. Лялиус имеет очень красивую окраску, зеленовато-голубую с поперечными полосками красного и сине-голубого цвета, брюшко возле жабр голубое. Плавники лялиуса покрыты красными пятнами, самцы немного крупнее и ярче самок. Исторической родиной рыбок являются водоемы Пакистана, Индии, Бангладеша. Лялиус был описан в 1822 году шотландским зоологом Фрэнсисом Бьюкин Гамильтоном и впервые завезен в Европу в 1869 году. В 1874 году этот вид был завезен в Париж для известного рыбовода Пьера Карбонье, но первая крупная поставка была осуществлена немецкими фирмами позднее, в 1903 году. Макропод или райская рыбка. Макропод – уникальная рыбка, которая стала популярной среди аквариумистов до того, как это стало мейнстримом. Это одна из самых первых рыб в аквариумах, привезенная из Азии в 1869 году во Францию, а в 1876 году в Соединенные Штаты Америки. Сегодня макропода можно приобрести во многих странах, но его исторической родиной является Китай. Тело райской рыбы крепкое и слегка вытянутое. Плавники заостренные, хвостовой плавник раздвоенный, достигает длины 3-5 см. Размер взрослых самцов 10 см, а самок 8 см. Окрас яркий, в синих и красных тонах с вкраплениями черного и белого. Эти выносливые рыбы выживают при температуре от 10 градусов Цельсия, но предпочитают 24-28 градусов. В хороших условиях содержания макроподы могут прожить около 6 лет. Неон красный. Желаете украсить свой аквариум? Приобретите себе красного неона. Эта тропическая пресноводная рыба порадует вас своим озорным поведением и создаст атмосферу праздника даже в самый хмурый день. Как же выглядит неон? Длина тела самок до 5 см, самцов до 3 см. Спинка оливково-бежевая, от глаз к жировому плавнику проходит отсвечивающая неоновым светом ярко-голубая полоса, ниже широкая ярко-красная полоса, брюшко беловатое. Рыбка настолько яркая, что ее можно сравнить с огнями неоновых билбордов в ночном небе. Продолжительность ее жизни в аквариуме составляет 3-5 лет. Родом красные неоны из Южной Америки, обитают они в бассейне рек Ориноко и Рио-Негро. Красный неон был открыт только в середине 20 века. Описания были сделаны параллельно двумя учеными – Майерсом и Шульцем.
Notabranchius guntera – это привлекательная миролюбивая рыбка, которая в естественной среде живет всего один сезон. Даже в самых благоприятных условиях или в аквариуме она не протянет больше 1 года. Notabranchius guntera отличается вытянутым в длину телом и веерообразным спинным плавником. Вся чешуя рыбы имеет красноватую окантовку, которая создает на теле подобие сетчатого рисунка. Хвостовой плавник красный с темно-коричневой каймой. Спинной и анальный желтовато-зеленые с красными пятнами. В природе рыбки вырастают до 7 см, в условиях аквариума их размер редко превышает 5 см. Notabranchius guntera обитает в водоемах с пресной и солоноватой водой острова Занзибар и Танзании. Впервые в Европу данные рыбы были завезены небольшой партией в 1913 году. Позже их повторно завезли в 1958. Сиамский петушок или бойцовская рыбка. Красивая и дерзкая, так коротко можно описать эту рыбку. У петушков очень разнообразный окрас, они бывают одно-, двух- или многоцветными. Всех цветов радуги, а также их оттенков. Самцы окрашены ярче самок и имеют большие хвосты. По размерам самец также заметно крупнее самки и порой достигает 10 см в длину. Сиамских петушков можно увидеть в аквариумах во всех странах мира. Но их родиной является Таиланд, Юго-Восточная Азия и Индонезия. Все цветовые вариации этих рыб были созданы руками селекционеров. Встретить их в живой природе не получится. В водоемах Юго-Восточной Азии с медленным течением или стоячей водой можно увидеть лишь мелких серовато-зеленых рыбок. Бойцовской рыбкой петушка назвали из-за сильной внутривидовой агрессии и территориальности. Два самца не смогут жить в одном аквариуме. Один из них рано или поздно убьет другого. Фронтоза. Мы уже видели короля, а теперь давайте познакомимся с королевой Танганьики. Такое прозвище рыба получила благодаря своей медлительности и вальяжности, а также из-за своего места обитания. Она живет в Центральной Африке, исключительно в озере Танганьика. В природе особи этого вида вырастают до 35 см, в аквариуме редко больше 15. Рыбы имеют на лбу характерный жировой горб, который у самцов немного крупнее, чем у самок. Тело их высокое, уплощенное по бокам. Фронтоза окрашена в серо-голубой цвет с 6 поперечными черными полосками. Цвет ее плавников варьируется от белого до нежно-голубого. Первые особи фронтозы были доставлены в Европу в 1905 году. В 1906 вид впервые был описан и идентифицирован ученым-ихтиологом Джорджем Альбертом Буллинджером. Хромис-красавец. Это еще одна яркая рыбка прямиком из Африки. Этот вид распространен в африканских озерах, бассейне реки Конго, тропических морях. В Европу хромисы впервые были завезены в 1907 году. Сегодня эти рыбки довольно популярны в аквариумах. В природных условиях хромисы достигают 20 см длины, в неволе 12. Самки немного меньше самцов. Тело и плавники вытянуты, спинной плавник заостряется к концу. Рыбка имеет нарядный окрас, ярко-красное тело с разбросанными по нему голубовато-зелеными точками, мерцающими на свету. На боку посередине тела темное пятно. Самки имеют менее броскую расцветку, оранжевые с поодинокими оливковыми точками. И хотя за этой красотой скрывается достаточно агрессивный характер, ценителей хромисов-красавцев меньше не становится. Апистограмма рамирози. Длина тела до 7 см, тело умеренно вытянуто, голова крупная, основная окраска желтая с голубым блеском. Передняя часть спины красно-коричневая, горло, грудь и брюшко золотисто-желтые, глаз пересекает черная поперечная полоса. На боку бывают видны как тени продольная полоса и 5-6 поперечных полос. Все тело и плавники покрыты блестящими, переливающимися голубым и зеленым цветом точками, штрихами и пятнами. Плавники прозрачные, нежно-оранжевые, зеленоватые или желтые с красной каймой. Обитает в мелких водоемах тропиков, субтропиков и Южной Америки. Описание этого вида было опубликовано доктором Джорджем Мейерсом и Гарри в 1948 году в филадельфийском журнале «Аквариум». Вид назвали в честь Мануэля Винсента Рамиреса, раннего собирателя и импортера видов для аквариумной торговли. Вуалехвост.
Завершает наше видео самая известная и популярная рыба из всех аквариумных золотых рыб – вуалехвост. Одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной золотой рыбки. Рыба обладает коротким округлым телом, раздвоенным хвостовым плавником, который нередко превышает длину тела в несколько раз, и довольно своеобразным окрасом. В длину рыбка вырастает до 20 сантиметров. Наиболее популярными являются особи ярко-красного или светло-кремового цвета. Но чаще всего встречаются вуалехвосты с темно-красной спиной и боками и темно-золотым животом. Родиной вуалехвоста является Япония. Исходной породой для селекции стал рюкин – разновидность золотой рыбки с укороченным телом, выпуклым брюшком и характерным горбом от головы до спинного плавника. Селекционеры многократно отбирали из потомства и скрещивали рыб с наиболее длинными плавниками. На этом у нас все, друзья. Напишите, рассматривали ли вы когда-то рыбок в качестве домашних животных и какую описанную нами представительницу водного мира вы бы с удовольствием завели у себя в аквариуме. Или же вы все-таки предпочитаете более шумных и активных домашних питомцев? Делитесь с нами в комментариях.